Задолго до Рождества Христова в Сицилии был государь по имени Гиерон. Он имел при своем дворе мудрецов, среди которых особенно выделялся Симонид. Однажды Гиерон сказал ему: «Симонид, напряги свою мудрость, объясни мне, что такое Бог». «Трудный вопрос ты предлагаешь мне, государь», — ответил мудрец. «Позволь мне день-другой подумать». «Хорошо», — согласился Гиерон. Прошло 2 дня. Пришел к царю Симонид и вместо ответа просит подумать еще 4 дня. Прошло 4 дня, а Симонид запросил новые отсрочки. «Позволь, государь, еще 8 дней срока». Гиерон нахмурился. «Ты шутишь, Симонид? Пожалуй, скоро ты станешь просить 16 дней на раздумье, а потом и 32. Как же ты, наконец, дашь мне окончательный ответ?» «Ты угадал, государь», — спокойно сказал Симонид. «Прошло бы 8 дней, я стал бы просить 16, затем 32, а там 64 и так дальше, все удваивая сроки без конца. Что же касается ответа, то, мне кажется, я уже дал тебе его». «Как дал?» — удивился Гиерон. «Ты ничего еще мне не сказал о Боге, а все просил новых и новых прибавок». «Вот это и есть мой ответ», — сказал мудрец. «Твой вопрос, государь, не по силам никому. Чем о нем больше думаешь, тем меньше понимаешь. Приходится просить новых и новых дней. Этот вопрос все равно, что гора. Издали смотришь, и та кажется громадной, а чем ближе подходишь, тем она все более высится и растет, и ты перед ней чувствуешь себя таким маленьким, жалким, ничтожным. И если гору не обхватить и не покрыть рукой, как же ты хочешь, государь, умом охватить того, кто создал и гору, и человека?» Понял Гиерон слова Симонида, благоговейно поднял глаза к небу и прошептал: «Да, Господь непостижим». Встретились однажды безбожник и мудрец. Безбожник стал говорить мудрецу, что Бога нет, и вообще смешно верить в то, что кто-то сотворил весь окружающий мир. Мудрец возражать безбожнику не стал, только сказал ему, что зайдет в гости через пару дней. Через несколько дней мудрец пришел в дом безбожника. В подарок ему принес красивую картину. Безбожник был в восторге от нее. Никогда еще не доводилось ему видеть такой совершенной красоты. «Какое чудо!» — вскричал он. «Чьей волшебной кисти принадлежит этот шедевр?» «Да ничьей», — отвечал мудрец. «Лежала у меня в кладовой коробка с красками, а под ней чистый холст. Лежала себе и лежала, а вчера зацепил я ее и опрокинул. Краски из нее вылились, да прямо на холст. И представьте себе, таким вот чудесным образом на холст легли, что картина эта и получилась». «Да вы смеетесь надо мной!» — воскликнул безбожник. «Как это вылились? Быть такого не может! Вы только посмотрите на это полотно, какая композиция, какая глубина замысла, как выписаны детали! Ни за что не поверю, что тут обошлось без кисти гениального творца». «Вот видите, — сказал мудрец, — вы и в мыслях не допускаете, что эта картина могла появиться сама собой, случайно, без замысла художника и творца. Как же я могу поверить в то, что это небо у нас над головой, эта трава под ногами, эти деревья, реки, озера, леса, луга, горы и долины появились случайно, без замысла воли величайшего Творца?»